Добрый день, друзья! Меня зовут Елена. Добро пожаловать на мой канал «Грани вкусов жизни». Сегодня готовим торт без выпечки с заварным кремом и клубникой. Простой, несложный рецепт. Можно использовать свежую или замороженную клубнику и приготовить в любое время года. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Торт будем собирать в кондитерском кольце. Диаметр кольца 18 см. Кольцо ставим на ровную поверхность. Это может быть подложка для торта, блюдо или тарелка с плоским и ровным дном. Внутри кольца прокладываем кондитерскую пленку. Если нет такой пленки, используйте бумагу для выпечки. А внутреннюю часть кольца надо намазать небольшим количеством растительного масла без запаха, для того, чтобы бумага хорошо приклеилась к кольцу. Убираем кольцо, оно нам понадобится чуть позже. Готовим основу для торта. Для нее понадобится печенье, грецкие орехи, сливочное масло 82,5% жирности, сгущенное молоко и маленькая чашечка свежесваренного кофе. Сливочное масло растапливаем в микроволновке 5-10 секунд. Ломаем печенье и кладем в чашу блендера. Туда же высыпаем орехи. Перемалываем в мелкую крошку. Готовую крошку высыпаем в другую посуду. Добавляем 2 столовых ложки сгущенного молока, растопленное сливочное масло и немного перемешиваем. Вливаем кофе и смешиваем до однородного состояния. Выкладываем в форму, равномерно распределяем. Разравнивать удобно силиконовой лопаткой. Убираем в холодильник. Готовим мусс на основе заварного крема. Нам понадобятся яичные желтки, молоко, кукурузный крахмал, сливочное масло 82,5% жирности комнатной температуры, сахар, желатин и вареная сгущенка. В желатин наливаем 100 грамм молока, перемешиваем. Даем набухнуть 1-2 минуты и растапливаем в микроволновке по 10 секунд. Каждый раз проверяем, растопился или нет желатин. Желатин не должен закипеть, иначе он потеряет свои свойства. В желтки добавляем крахмал и половину сахара. Интенсивно вымешиваем до исчезновения всех комочков. На плиту ставим сотейник обязательно с толстым дном. Высыпаем оставшийся сахар, вливаем в него молоко и доводим до кипения. Горячее молоко, примерно 1/3 часть, вливаем тонкой струйкой в желтки. Непрерывно перемешиваем, чтобы желтки равномерно прогрелись, а не сварились. Теперь прогретые желтки
При непрерывном помешивании вливаем в сотейник с оставшимся горячим молоком. Возвращаем сотейник на плиту, увариваем на минимальной температуре плиты до состояния крема. Все время интенсивно вымешиваем крем, следим, чтобы не пригорел. Даже тогда, когда сотейник снимаем с плиты, крем продолжает густеть, поэтому продолжаем его мешать до гладкого однородного состояния. Как только крем получился однородным без комочков, перекладываем в другую чашу. Сразу добавляем вареную сгущенку, пробиваем крем миксером на низкой скорости до полного объединения со сгущенкой. Кладем мягкое сливочное масло и еще раз пробиваем миксером. Вливаем растопленный желатин, смешиваем до однородного состояния. Чашу с муссом надо немного покачать, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха. Выливаем готовый мусс в форму на основу. Ставим в холодильник для стабилизации мусса на 3-5 часов или в морозильную камеру на 1 час. Готовим клубничное конфи. Клубнику режем на небольшие кусочки. Используем сахар, желатин и воду для набухания желатина. В желатин наливаем воду, перемешиваем, оставляем набухать на 1-2 минуты, растапливаем в микроволновке примерно 10 секунд. Сотейник с клубникой ставим на плиту, высыпаем сахар. Плиту включаем на небольшую температуру. Интенсивно перемешиваем до момента, когда клубника пустит сок. Даем закипеть, провариваем 1 минуту. Убираем с плиты, даем остыть примерно минут 5 и вводим желатин. Хорошо перемешиваем, даем остыть при комнатной температуре примерно минут 15. Выливаем клубничное конфи на хорошо остывший стабилизированный мусс. Оставляем остыть при комнатной температуре. Накрываем пленкой, убираем в холодильник до полного охлаждения. Достаем из холодильника готовый торт. Убираем кольцо, снимаем пленку. Торт готов. Отрезаем кусочек и пробуем. Спасибо, что смотрели это видео. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. Не забудьте подписаться на канал.
Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч, друзья!